Лошадок на елку сшила из картона. Выкройку нашла на Pinterest. Нам понадобится крышка от яичного лотка. Структура такого картона напоминает толстый фетр, и прошивать его довольно легко. Возьмите тонкую иглу. Наполнить заготовку можно синтепоном или кусочками салфетки. Сначала наполняем труднодоступные места. Заполняю небольшими кусочками, пропихивая их до самого конца. Этот картон немного растягивается при наполнении. Первую заготовку слегка смачиваю водой и покрываю не толстым слоем самозатвердевающей массы для лепки. Разглаживаем влажными пальцами. Разглаживаем мокрой кистью. Не забываем смочить поверхность водой. Гриву лучше прижать к заготовке, так как масса довольно хрупкая и тонкие детали сломаются после высыхания. Вторую заготовку покрываю строительной шпаклевкой, и это намного проще и быстрее. Вы можете сделать точно такой же декор, как в первом случае, из массы для лепки, приклеив детали на клей ПВА. Шлифую тонкой наждачкой. В труднодоступных местах пилкой для ногтей. Салфетку накладываем на сухую заготовку и сверху приклеиваем на клей ПВА, разведенный водой.
можно приклеить на акриловый лак. В акриловый лак добавила глиттер. Делаю дырочку для подвеса. Приклеиваю на универсальный клей. Игрушка получилась очень легкая, а декупаж напоминает морозные узоры на окне. Заготовку из массы для лепки грунтую коричневой акриловой краской. Когда высохнет, сухой кистью окрашиваю в красный. Огненный конь – символ грядущего года. Спонжем выделяю снежинки. И добавляю еще снега. Покрываю акриловым лаком. У меня металлизированный воск, который можно заменить акриловым металликом. Эта игрушка немного потяжелее, но зато она выглядит как керамика. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, не забудьте поставить лайк и написать несколько слов. Это нужно для продвижения канала. Спасибо. Увидимся.